Добро пожаловать на канал про доспехи. Сейчас я монтирую два видео. Одно про бацинет, найденный в Украине, второе про латные руки по надгробию рыцаря Георга фон Вальдбурга. И пока я монтировал, я случайно наткнулся на свои старые видео еще 2015 года. У меня тогда была плохая камера, а работал я в своей старой маленькой мастерской. И я решил свести его по-новому и показать вам. Если такое качество сильно отпугивает, то напишите в комментариях. У меня на примете есть еще один старый ролик, который я хотел бы переделать для истории, чтобы сравнить, как я работал раньше, а как сейчас. Это шлем в немецком стиле, датируется концом 14 века. К нему прикрепилось название Onion Top, что в переводе означает луковая голова. Кстати, средневековые доспешные мастерские тоже развивались. 16 век считается началом вырождения доспешного ремесла с точки зрения эстетичности форм и органичности геометрии доспехов. Переломным моментом было появление мануфактур и ориентация на массовое производство. Мануфактура – это предприятие, основанное на ручном труде работников с разделением производственных операций. Такое разделение позволяет каждому из них быстрее научиться делать по одной простой операции. Время изготовления при этом уменьшается, но качество и красота форм, как правило, падает. Таким образом, стало возможно одеть в простые доспехи большее число солдат. Это время также ознаменовалось закатом боевой мощи европейских рыцарей. Тяжелая конница перестала быть главным козырем в битвах. Ланскнехты и швейцарская пехота в строю с пиками показали представителям голубых кровей, что чернь и простолюдины, которых можно раньше было давить копытами боевых коней, теперь огрызаются так, что недооценивать таких парней равносильно смерти. Кстати, ланскнехты ненавидели рыцарей, поэтому в плен их не брали, а сразу убивали. Да еще вдобавок развивалось огнестрельное оружие, которое прошивало боевые доспехи толщиной 1,5 мм. И нужно заметить, что с этого момента доспех стали делать толще, но уменьшили зоны защиты, то есть его стали надевать только на жизненно важные органы, кирасу на грудь, а шлем на голову. Сейчас я делаю механизм для крепления забрала. Оно может отсоединяться за счет поворотной детали. Такой механизм называется клапвизор. С немецкого клап – петля, визор – забрала. А само забрало называется хунцгугель, что в переводе означает собачий капюшон. Они там в средневековье были простыми, что видели, так и называли.
Шлем и петля сделаны из стали 3. Кстати, в современных бугуртах сталь 3 уже довольно травмоопасно использовать, а для реконструкции пойдет. Шлифовка и сборка выполнены за кадром. И еще один нюанс. На такой шлем всегда устанавливали кольчужную бармицу. Петля для клапвизора требует тонкой подгонки. Она не должна болтаться, но при этом нужно иметь возможность легко отсоединить забрало. Для спортивных боев такие механизмы не годятся. Их быстро расшатывают, и забрало тогда легко открыть. Кстати, обратите внимание, что забрало никак не фиксируется в закрытом положении. Именно так делали в средневековье. Наверное, это нужно для того, чтобы очень быстро и легко поднимать забрало, чтобы увеличить обзор, дыхание и возможность отдавать команды. Напишите в комментариях, стоит ли так обрабатывать старый материал. Спасибо за просмотр, всем пока!